Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Приветствуем, друзья, вас всех в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 14 декабря, вторник, и в этом видео мы с вами поговорим о том, что же нас ждет сегодня, во вторник, 14 декабря. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что будет очень много полезной, важной и нужной информации на этот день. Итак, друзья, вторник, 14 декабря нас с вами ожидает невероятно позитивный день. При этом благоприятен он будет для всех дел, в которых мы с вами ожидаем положительный эффект. И сегодня великолепное продолжение недели. Сегодняшний день будет великолепным для налаживания любых отношений, которые связаны и с работой, с партнерами, в сотрудничестве, а также в личных отношениях. Поэтому рекомендуем быть активными и позитивными. Сегодня очень хорошо развивать бизнес, начинать и продвигать любые проекты, проводить успешные переговоры, устраивайте свидания, начинайте путешествия, переезд, обучение, ищите работу и вступайте в новую должность. Но сегодня воздержитесь от приобретения какого-либо имущества, а также воздержитесь от начала каких-либо судебных разбирательств. Также сегодня воздержитесь от подписания финансовых контрактов, каких-либо дорогостоящих покупок. Это может быть автомобиль, недвижимость. Почему? Дело в том, что именно покупая дорогие вещи именно 14 декабря, ваши ожидания, к сожалению, не будут оправданы. И сегодня удачное время, которое нейтрализует плохие влияния энергии этого дня с 14 часов 20 минут до 17 часов 15 минут. Обращаем внимание, что этот день не подходит для активности, рожденным в год тигра. 14 декабря – это день семьи и рода, мужской энергии. Поэтому в этот день многие из нас могут ощутить прилив сил, прилив энергии, радость, вдохновение. Это прекрасный день для общения с близкими людьми, для созидания, для строительства дома, особенно если вы хотите закладывать фундамент или для начала ремонта. Также успешной и полезной будет работа на собственной земле. Например, ухаживание за садом или посадка деревьев. Даже если у вас морозы, снега, вы просто можете пойти в свой сад и пообщаться с деревьями. Также в этот день все, что мы с вами будем делать, становится нашей традицией или даже привычкой. Поэтому именно 14 декабря постарайтесь отказаться от каких-либо вредных привычек и вспомните старые традиции своих предков. Сегодня достаточно сильно усиливается связь с родом и увеличивается сила защиты предков. Поэтому важно пообщаться сегодня с родителями и вспомнить свой род. Также сегодня пребывайте на природе, это будет очень полезным для вас. Сегодня в бизнесе, если у вас имеется такой бизнес, любой бизнес, вне зависимости в какой сфере, делайте акцент на укреплении традиций и ценностей. Также обращаем ваше внимание, в той обстановке, в которой вы работаете, вы сегодня можете сделать перестановку. Например, добавить что-то новое для улучшения своей работы. Общение будет сегодня людям приносить радость, особенно времяпровождение с близкими людьми. И сегодняшний день, когда вы можете говорить следующую аффирмацию, которая закладывает мысли на этот день, звучит следующим образом. Я выбираю для себя правильные приоритеты. Я разумно использую свое время и получаю от этого удовольствие. Я достигаю успеха во всем, что делаю. Я понимаю все, что мне нужно понять. Вселенная направляет и хранит меня. Обращаем ваше внимание, что по народной примете, если потерять деньги 14 декабря, значит вы в самом ближайшем будущем можете оказаться в должниках. Поэтому следим сегодня за своими деньгами и держим крепко кошелек. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя расхваливать и делать лестные комплименты насчет познаний человека.
его успеха в учебе. Если мы говоря по-простому, то вы можете сглазить человека, после чего у него могут появиться проблемы в учебе, в науке, в знаниях. Нельзя рассказывать о своих успехах в учебе, хвалиться этим, также показывать конспекты, дневник или что-либо другое, что относится к учебе и вашей успеваемости. В противном случае она может снизиться. Если также обращаем ваше внимание, сегодня у нас с вами по народным приметам народный праздник Наумов день, и именно Наум поможет вам наставить вас на ум и научить мудрости жизни. Для этого вам нужно обратиться к этому святому. Также сегодня вы можете задуматься и о продолжении обучения, например, о повышении квалификации, об изучении новой профессии, о расширении своей деятельности. Например, вы можете записаться на курсы и так далее. Учение будет полезно всем, даже тем, кто уже давно не ребенок и не подросток, и даже успел чего-то добиться в своей жизни. Сегодня можно купить книгу, пособие, курс, оплатить учебу, приобрести товары в школу или институт. От других покупок лучше сегодня отказаться. Если вы сегодня отправляетесь на важное мероприятие или встречу, и вы споткнетесь на левую ногу, значит все пройдет у вас удачно. Ожидается большой успех. В случае со спотыканием на правую ногу, то лучше отложить это дело или перенести встречу на другой раз, конечно же, если есть такая возможность. Дело в том, что в противном случае вы столкнетесь с неприятностями или проблемами. А выходя сегодня из дома, одну руку опустите в карман и скрутите из пальцев фигу. Она обязательно станет залогом везения, удачной встречи или сделки. Все у вас получится, даже не сомневайтесь в своих способностях. Кроме того, именно эту практику вы можете проводить и на протяжении всего дня. Время от времени одну руку опускать в карман и делать конфигурацию из 3 пальцев. Это вам сегодня будет очень даже кстати и помогать. Поэтому не поленитесь, делайте сегодня, это 14 декабря, в любое время. Категорически сегодня запрещено делать комплименты по поводу выдающегося ума и способностей. Также сегодня, 14 декабря, не рекомендуется во время еды читать книгу или делать уроки. Так можно заесть все, что вы знали и что вы прочитали. Недаром наши бабушки и родители всегда говорили, во время чтения ни в коем случае ничего не есть, даже семечки и яблоко. Сегодня ни в коем случае не оставляйте открытой книгу, иначе забудете все. Это касается и других дней. Уважайте книгу и мир знаний. Не смотрите сегодня и в глаза нищему, которому подаете милостыню, иначе сами будете жить впроголодь самое ближайшее время. Не рекомендуется 14 декабря, в день Наума грамотника, выходить на улицу в темное время суток в одиночестве, поскольку темные силы могут околдовать и память даже забрать. Если вам все-таки придется идти одному или одной, то надо приколоть себе на одежду булавку, которая не даст нечисти довести до беспамятства. Также вы можете сегодня приколоть булавку на протяжении всего дня, для того, чтобы вам не сглазили и за вашей спиной сплетни не разводили. Также обращаем ваше внимание, 14 декабря не следует после важной конференции, каких-то коммерческих переговоров или любовного признания смотреться в зеркало, так как тогда все сказанное станет пустым. А чтобы этого не произошло, завяжите на себе узел. Например, из шейного платочка, пояса, шнурка или вовсе просто возьмите ниточку и свяжите в виде узелка, а потом положите в карман. Проходя мимо зеркала, нужно в сторону трижды плюнуть. Сегодняшние народные приметы запрещают и рассказывать кому-либо о своих успехах в учебе, иначе вскоре начнется полоса невезения. В этот день также не стоит никому показывать свой дневник, зачетку или любой другой журнал успеваемости. Нельзя сегодня и смотреться в зеркало девицам, чтобы не просмотреть свою красоту.
Нельзя подписывать важные сегодня документы или принимать ответственные решения, чтобы потом не пожалеть. А сны в эту ночь, возможно, будут отталкивающими и неприятными. Но, пожалуйста, не пугайтесь, так как подсознание пытается таким образом очиститься от негатива. Вот, друзья, сегодня у нас с вами был такой день, 14 декабря, понедельник. Надеемся, этот день у вас пройдет благополучно и успешно.